Глава 176. Гроза. 2 месяца спустя. В непроглядной тьме моря Гросс морская вода отливала бледно-фиолетовым цветом, уходя за горизонт. Даже без ветра по поверхности воды катились огромные волны, а свирепый ветер, бушевавший в тот момент, лишь усиливал их. Низкие, тяжелые тучи сгустились над морем, зависнув всего в 200 метрах над поверхностью. Казалось, что некоторые из самых высоких волн вот-вот коснутся их. Сквозь темные тучи то и дело проскакивали толстые молнии, освещая море под раскаты грома, словно предвещая конец света. В этот самый миг еще одна молния ударила в поверхность моря. Вдали, под темными тучами, возникла огромная тень, гигантский корабль, стремительно мчавшийся по воздуху. Корабль был несколько километров в длину и более 30 метров в высоту. Казалось, он был построен из какого-то дерева, но этот материал имел металлический блеск и был явно чрезвычайно прочным и долговечным. Поверхность корабля была испещрена рунами, светящимися фиолетовым светом, и полностью покрыта тонкой полупрозрачной мембраной. Несмотря на то, что гигантский фиолетовый корабль летел как можно ниже, его все равно поражали молнии, падающие сверху. Однако, как бы устрашающе не выглядели эти молнии, как только они касались тонкой мембраны, то тут же отскакивали, оставляя корабль совершенно невредимым. Корабль был разделен на несколько отдельных комнат, в каждой из которых было окно, позволяющее находящимся внутри видеть, что происходит снаружи. В одной из комнат находился слегка пухлый юноша со светлой кожей. Он смотрел в окно на гигантские молнии, разрывающие небеса, и размышлял: «Я всегда слышал, что море Гросс — невероятное место, и оно определенно оправдывает свою репутацию». Позади него сидел, скрестив ноги, желтокожий мужчина средних лет. Он тоже смотрел в окно и кивал в знак согласия. Действительно, это чрезвычайно редкое и захватывающее зрелище. Желтокожий мужчина был никто иной, как Ханли, а светлокожий юноша взволнованно сказал: «Я родом из горного региона с очень сухим климатом, и у нас часто годами не бывает дождя, так что это определенно освежающий контраст». Ханли лишь улыбнулся в ответ и промолчал. Пухлого юношу звали Сун Кэ, и он был культиватором стадии пространственного закаливания. По его словам, он был молодым господином довольно богатого клана на континенте Первобытной Волны, и они с Ханли познакомились больше месяца назад. В то время Ханли остановился в уединенной гостинице в городе Раскатов Грома, ожидая отплытия молниеносного корабля. Однако в ночь перед отплытием на Сун Кэ было совершено покушение, когда он находился в той же гостинице. Ханли не хотел вмешиваться в это дело, но убийца был самоуверенным культиватором стадии интеграции тела, который планировал убить всех в гостинице, чтобы замести следы. К несчастью для него, Ханли с легкостью расправился с ним. Сун Кэ был чрезвычайно благодарен Ханли за спасение своей жизни, и они снова встретились на следующий день в порту, где стоял молниеносный корабль. Сун Кэ тоже направлялся на континент Древнего Облака, и они быстро подружились. По словам Сун Кэ, убийцей был старейшина его клана, которому глава клана изначально поручил защищать его во время путешествия. Однако сводный брат Сун Кэ подкупил старейшину, чтобы тот убил его. К счастью, Сун Кэ вовремя раскрыл его заговор, и у него было несколько телохранителей, готовых пожертвовать собой, чтобы дать ему время на побег. Только тогда он смог бежать в город Раскатов Грома. По пути сюда он узнал, что в его клане произошли большие изменения, и он больше не мог туда вернуться. Поэтому, чтобы полностью дистанцироваться от этой ситуации, он решил вообще покинуть континент Первобытной Волны. Во время их бесед Ханли обнаружил, что Сун Кэ очень эрудированный человек, и одно из его увлечений — изучение различных фактов и малоизвестных исторических событий. Поэтому он был очень рад общаться с Сун Кэ. В конце концов, после возвращения в царство бессмертных Ханли провел много времени в море Черного ветра, которое было довольно изолированным местом, поэтому его знания об остальной части царства бессмертных были довольно скудными. Сун Кэ был кладезем знаний, как важных, так и тривиальных, и ему очень нравилось делиться своими знаниями с другими, но в его клане никто не любил слушать его рассказы об этом. В отличие от них, Ханли активно искал его знаний и слушал все, что он говорил, с большим вниманием, и это наполняло его чувством огромного удовлетворения. Кроме того, Ханли спас ему жизнь, поэтому со временем он, естественно, очень привязался к Ханли. Я слышал, что чем глубже в море Гросс, тем страшнее молнии. Мы отплыли совсем недавно, а молнии уже такие сильные. Говорят, что в самых глубоких частях моря Гросс молнии в 10 раз мощнее. Сможет ли этот молниеносный корабль справиться с этим? Спросил Ханли, слегка нахмурившись. Будьте уверены, брат Ли. Этот молниеносный корабль сделан из древесины 100-тысячелетнего дерева стремительного грома, а этот вид древесины чрезвычайно устойчив к молниям. Кроме того, насколько я могу судить, сок, использованный для создания молниеносной мембраны на поверхности корабля, был получен из дерева стремительного грома, которому было не менее 200 тысяч лет, так что проблем не будет, уверенно заявил Сун Кэ. «Не думал, что вы так хорошо разбираетесь в конструкции этого молниеносного корабля», — похвалил Ханли.
Вы слишком добры, Братли. Торговый дом Черного Пера на самом деле очень тесно связан с моим кланом. Интересно, когда я смогу туда вернуться, вздохнул Сунь Кэ, и на его лице появилось слегка удрученное выражение. Хань Ли промолчал, встал и посмотрел в окно. Даже сквозь ограничение корабля он все еще чувствовал невероятно грозную ауру молнии снаружи, которая слегка резонировала с его родословной птицы молнии. Это было опасное место, но оно определенно также было фантастическим местом для тех, кто использует техники культивации атрибута молнии. Однако молнии в море гроз были не единственной опасностью. С тех пор, как корабль вошел в море гроз, Хань Ли обнаружил, что пространственное давление в этом районе начало резко возрастать. В царстве бессмертных было изобилие изначальной ци, а пространственное давление здесь также было огромным, что серьезно ограничивало его скорость передвижения и эффективный радиус действия его духовного чувства. К его удивлению, пространственное давление в море гроз было в несколько раз сильнее, чем в других местах, и он не мог не задаться вопросом, почему это так. «Брат Сунь, я уверен, что вы тоже чувствуете здесь пространственное давление. Почему в этой области такое огромное пространственное давление?» — спросил он. Я сам пытался найти ответ на этот вопрос в прошлом, но боюсь, что мне не удалось найти ничего конкретного. Некоторые говорят, что это результат битвы между парой предков Даа, которая произошла здесь давным-давно, в то время как другие предполагают, что в море гроз скрывается огромное чудовище молнии, но и то, и другое — всего лишь необоснованные слухи, ответил Сунь Кэ, слегка смущенно почесав голову. «Редко можно увидеть что-то, на что даже вы не знаете ответа», — усмехнулся Хань Ли. Поначалу пейзаж за окном был чрезвычайно ошеломляющим, но со временем он стал обыденным, и Сунь Кэ быстро потерял к нему интерес, попрощался с Хань Ли и вернулся в свою комнату. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы установить ограничение в комнате, затем вызвал свою пластину двойного звездного сдвига и наложил на нее несколько печатей заклинаний, после чего массивная пластина тут же засияла ярким светом. Спустя долгое время свет, излучаемый массивной пластиной, померк, и Хань Ли остался смотреть на шар тяжелой воды размером с яйцо, парящий над его ладонью с кривой улыбкой на лице. На этом этапе его путешествия способность пластины двойного звездного сдвига к передаче снова серьезно пострадала, и даже после такого долгого времени она смогла передать ему лишь крошечное количество тяжелой воды. Он покачал головой, убрал массивную пластину и шар тяжелой воды, а затем перевернул руку, чтобы достать серию толстых книг, которые он начал внимательно изучать. Море гроз было чрезвычайно обширным, и чтобы добраться до другой стороны, потребовалось бы не менее 2-3 лет. Время летело быстро, и в мгновение эйка прошло более полугода. Молнии в облаках становились все более и более концентрированными, что указывало на то, что молниеносный корабль постепенно достигает самых глубоких частей моря гроз. Хань Ли стоял у окна, глядя на темные тучи снаружи. Толстые молнии регулярно вспыхивали в облаках одна за другой, почти непрерывно освещая море своим сиянием. Большая часть молний бушевала только в облаках, и лишь небольшая их часть обрушивалась вниз. Из-за огромных размеров корабля в него регулярно попадали молнии. В этой области молнии были намного толще и мощнее, чем раньше. Каждый раз, когда в корабль попадала молния, он содрогался, а молниеносная мембрана на его поверхности рябила, но никаких признаков повреждений не было. Хань Ли пристально смотрел на молнии, вспыхивающие за окном, с глубокой сосредоточенностью в глазах. Молнии здесь казались совершенно хаотичными и беспорядочными, но в них таились некоторые глубокие законы природы, и наблюдение за изменениями в молниях помогало ему совершенствовать свое мастерство владения молнией. Именно в этот момент темные тучи наверху внезапно начали бурлить, как поверхность моря внизу, а молнии в облаках тоже начали яростно вздыматься, как будто внутри сталкивались какие-то гигантские объекты. Хань Ли был очень заинтригован, увидев это, но он уже много раз был свидетелем подобных сцен во время этого путешествия, так что он не был слишком удивлен. Молниеносный корабль засиял ярким фиолетовым светом и тут же сменил курс, улетая прочь. Корабль был чрезвычайно быстрым, но не таким быстрым, как изменения, происходящие в облаках, и в мгновение эйка образовался огромный вихрь. Все ближайшие молнии вокруг вихря были притянуты к нему, слившись в плотный сгусток молний, настолько яркий и концентрированный, что заставлял любого наблюдателя отводить взгляд. Раздался оглушительный грохот, и корабль разогнался до максимальной скорости, пытаясь как можно быстрее вылететь из зоны, охваченной вихрем. В следующее мгновение центр огромного вихря внезапно загорелся, и бесчисленные толстые молнии обрушились на море, охватив область радиусом в несколько тысяч километров. Каждая молния напоминала большое дерево, образуя огромный лес из молний, заставляя море внизу непрерывно бурлить и кипеть. К счастью, к этому моменту молниеносный корабль уже едва вылетел из зоны, охваченной вихрем, поэтому ему удалось избежать леса молний. Глаза Хань Ли сверкали изумлением, когда он наблюдал за разворачивающимся зрелищем. Это была знаменитая гроза, в честь которой море гроз получило свое название, и существовало множество видов гроз, причем этот вид вихревой грозы был одним из наиболее распространенных.
Глава 177. Гигантский моллюск из глубин. Помимо этого молниеносного вихря, Хань Ли также был свидетелем еще более ужасающих видов гроз, таких как гроза туманного прилива и гроза торнадо. Однако, как и сказал Сун Кэ, молниеносный корабль был чрезвычайно прочным, и он смог без проблем пережить штормы. Корабль продолжал свой путь, преодолевая расстояние в несколько сотен километров всего за несколько секунд, оставляя позади вихрь в облаках. После того, как лес молний был выпущен, вихрь начал медленно исчезать, начиная с самых дальних его частей, и вскоре все, что осталось, это черная дыра посередине, которая тоже быстро исчезла. Хань Ли уже собирался отвести взгляд, когда краем глаза заметил размытую тень в черной дыре. Однако она была слишком далеко, и в воздухе все еще оставались остатки молний, искажающие изображение, поэтому он не смог разглядеть тень отчетливо. Из любопытства он направил свое духовное чувство к черной дыре. К этому моменту они уже находились глубоко в море гроз, поэтому пространственное давление, пронизывающее весь этот район, было чрезвычайно сильным. В результате даже его духовное чувство могло распространяться максимум на несколько сотен километров, едва достигая черной дыры. Внезапно выражение лица Хань Ли резко изменилось, и он чуть не подпрыгнул от испуга. С помощью своего духовного чувства он обнаружил, что тень в черной дыре — это гигантский глаз. Глаз был размером в несколько километров и оранжевого цвета. Внутри гигантского зрачка глаза была длинная и тонкая вертикальная жилка, которая сверкала холодным светом. Это был предел возможностей духовного чувства Хань Ли, поэтому он не смог разглядеть полную внешность владельца глаза. Однако, судя по одному только размеру оранжевого глаза, он должен был быть намного больше любого живого существа, которое Хань Ли когда-либо видел раньше. Именно в этот момент оранжевый глаз, похоже, обнаружил духовное чувство Хань Ли и слегка повернулся, чтобы посмотреть в его сторону. В сердце Хань Ли тут же возникло предчувствие опасности, и он поспешно попытался отвести свое духовное чувство, но было уже слишком поздно. Ужасающая аура устремилась к нему издалека, обрушившись на его душу, как тяжелый удар молота. Он тут же выплюнул большой рот крови, а его лицо стало смертельно бледным. Его душа начала сильно дрожать, как пламя свечи, мерцающее на сильном ветру, и казалось, что она может погаснуть в любой момент. Он поспешно активировал свою технику духовного очищения, и его духовное чувство превратилось в бесчисленные полупрозрачные нити, которые окутали его душу, чтобы стабилизировать ее. Полупрозрачные нити переплелись между собой, образуя ряд полупрозрачных цепей, которые слой за слоем обвивали его душу, и, к счастью, этого оказалось достаточно, чтобы удержать ее. Он открыл глаза, быстро проглотил несколько пилюль, а затем перевернул руку, чтобы достать небольшой нефритовый флакон, наполовину наполненный светло-фиолетовой жидкостью, которая издавала своеобразный аромат. Хань Ли тут же запрокинул голову и сделал большой глоток жидкости. Это был вид питающей душу духовной жидкости, которую он сделал из некоторого количества жидкости цветка рождения души, оставшейся после его усовершенствования аватара земного божества, и она была очень эффективна для лечения духовных повреждений. Благодаря сочетанию пилюль и духовной жидкости его цвет лица начал улучшаться, и он сделал глубокий вдох, прежде чем снова взглянуть наружу. Молниеносный корабль двигался чрезвычайно быстро, и к этому моменту он уже полностью покинул этот район моря. Черная дыра в облаках также исчезла, скрытая другими облаками. Однако Хань Ли не осмелился ослабить бдительность и взмахом рукава выпустил несколько сотен вспышек света в быстрой последовательности, устанавливая одно ограничение за другим по всей своей комнате. Внезапно в его руке во вспышке света появилась длинная черная сабля, и это было не что иное, как оружие, которое он получил от Фан Паня. При осмотре он уже убедился, что это сабля — приобретенное бессмертное сокровище приличного калибра. Она содержала в себе тип чрезвычайно разрушительной силы законов, и именно поэтому она смогла пробить защиту после превращения Хань Ли в гигантскую горную обезьяну. Однако до сих пор он не смог точно определить, какой именно тип силы законов в ней содержится. В то же время было вызвано несколько духовных сокровищ, которые с опаской кружили вокруг него. Молниеносный корабль продолжал свой путь и вскоре прошел почти час без дальнейших происшествий. Только к этому моменту Хань Ли окончательно убедился, что кризис миновал, и убрал черную саблю и духовные сокровища, но окружающие построения остались. Затем он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, когда его тело покрыл слой лазурного света. Несколько дней спустя лазурный свет померк, и Хань Ли, медленно выдохнув, снова открыл глаза. Его цвет лица уже выглядел намного лучше, а полученные им духовные повреждения также были почти наполовину исцелены. Что же это было за существо? В сердце Хань Ли все еще оставался намек на затяжной страх, когда он вспоминал тот гигантский глаз. Хотя контакт был крайне кратким, он все же смог ясно ощутить непреодолимую пропасть между собой и владельцем гигантского глаза. Он чувствовал себя муравьем, смотрящим в глаз великана, и одного этого взгляда едва не хватило, чтобы уничтожить его душу.
Он слышал от Сунке, что в море гроз обитают чрезвычайно могущественные чудовища молнии, обладающие врожденной способностью управлять молнией, но, по словам Сунке, даже самые грозные из этих чудовищ молний были сравнимы по силе только с культиваторами уровня истинного бессмертного, что определенно не соответствовало владельцу того гигантского глаза. Подумав об этом, он вдруг вспомнил еще кое-что, о чем слышал от Сунке, а именно, что существует предположение, что причина такого огромного духовного давления в море гроз заключается в том, что в его глубинах обитает гигантский зверь. Могло ли быть так, что этот слух был правдой, и что гигантский зверь, о котором идет речь, был владельцем глаза? Хань Ли лишь на мгновение задумался над этой мыслью, а затем покачал головой. Не было смысла думать об этом, и все, что он мог сделать сейчас, это молиться, чтобы ему больше не встретилось ничего столь грозного. Почти полгода спустя. В просторной комнате площадью в несколько сотен квадратных метров на верхнем этаже молниеносного корабля стояли столы и стулья, причем каждый стол был отделен друг от друга изящными ширмами или карликовыми деревьями. По всей видимости, это был ресторан, а окна вокруг комнаты были довольно большими, что позволяло посетителям ресторана наслаждаться исключительным видом на море гроз снаружи. Путешествие через все море гроз занимало несколько лет, и постоянно находиться в своей комнате было довольно скучно, поэтому на корабле были такие удобства, как рестораны и чайные. К этому моменту все на корабле уже привыкли к видам и пейзажам моря гроз, и люди постепенно начали посещать ресторан в качестве формы отдыха. За одним из столиков сидели Сунке и Хань Ли друг напротив друга. Суньке широко улыбался, наполняя свою и Хань Ли чашки содержимым замысловатого темно-красного флакона, который он держал в руке. Это знаменитое вино красного журавля из моего родного города, брат Ли. У него изысканный вкус, сказал Суньке с улыбкой. Хань Ли ничего не ответил, взял чашку и сделал небольшой глоток. Суньке был довольно заядлым пьяницей, и его хранилища были наполнены всевозможными изысканными винами, но пить в одиночестве было довольно уныло, поэтому он часто просил Хань Ли выпить с ним. Выпив немного, Сунке часто начинал рассказывать Хань Ли некоторые интересные истории, связанные с царством бессмертных, которые он видел в книгах, которые читал в прошлом, поэтому Хань Ли был очень рад выпить с Сунке. Это вино красного журавля было сладким и нежным, после употребления оно вызывало легкое тепло в дантяне. Хань Ли понимал, что оно будет весьма полезно для культивации низко- и среднеуровневых культиваторов, но его воздействие на него было минимальным. Он держал свою чашку, глядя наружу. Сквозь окно он ясно видел, что темные тучи стали еще плотнее, чем раньше, и один только вид толстых молний, разрывающих небо, вселял в смотрящего первобытный страх. Корабль уже достиг самого центра моря гроз, и ограничения вокруг корабля были активированы на максимальную мощность, в то время как его скорость также значительно снизилась. Какое потрясающее место! Жаль, что я слишком слаб, чтобы выйти наружу. Иначе я бы обязательно исследовал это море гроз в свое удовольствие. Согласно записям, оставленным некоторыми бессмертными, море гроз является домом для бесчисленных редких и драгоценных материалов атрибута молнии, которые невозможно найти больше нигде, и здесь даже должны быть сокровища, содержащие силу законов молнии, вздохнул Сунке, также глядя в окно. Риск и награда всегда шли рука об руку. Чем опаснее место, тем больше награды можно получить, сказал Хань Ли. Действительно, брат Ли, усмехнулся Сунке, снова наполняя чашку Хань Ли. Именно в этот момент темные тучи снаружи снова начали бурлить, и на этот раз затронутая область была чрезвычайно массивной. Все грозовые тучи, простирающиеся до самого горизонта, яростно вздымались, как будто небо вот-вот рухнет. «Похоже, надвигается еще одна гроза», — сказал Сунке с оттенком тревоги на лице. Хань Ли встал и направился к выходу из ресторана. Ресторан находился на верхнем этаже молниеносного корабля, поэтому всякий раз, когда происходила гроза, его сотрясала сильная дрожь, и именно поэтому во время гроз всем приходилось покидать ресторан. В воздухе, словно гигантские змеи, сверкали бесчисленные молнии, каждая из которых была длиной в несколько километров. Каждая молния, ударявшая в воду внизу, мгновенно вызывала взрыв на поверхности моря. Эта блуждающая змеиная гроза, все в ресторане быстро ушли, чтобы укрыться на нижних уровнях корабля. Блуждающая змеиная гроза была самой грозной из всех видов гроз. Чтобы пережить шторм, молниеносный корабль полностью остановился, как можно быстрее бросаясь влево и вправо, чтобы избежать удара огромных молний. Что ж, это довольно прискорбно. «Я пока вернусь в свою комнату, брат Ли», — сказал Сунке с немного удрученным выражением лица, а затем направился обратно в свою комнату. Хань Ли наблюдал за разворачивающейся грозой через окно рядом с собой и уже собирался уйти к себе в комнату, когда вдруг заметил что-то, что привлекло его внимание. Поверхность моря примерно в 200 километрах от корабля внезапно начала бурлить, и появился гигантский вихрь. Из вихря появился круглый синий объект размером в несколько километров, оказавшийся огромным моллюском. Синяя раковина моллюска была усеяна бесчисленными узорами в форме молний, и она излучала огромную ауру стадии истинного бессмертного.
Гигантская раковина моллюска медленно открылась, изнутри появились два фиолетовых щупальца, напоминавших бивни слона, а из отверстий в центре кончиков щупалец валили клубы фиолетового тумана. Внезапно из раковины моллюска вылетел шар фиолетового света размером с человеческую голову. Это был объект, вокруг которого вращались толстые дуги фиолетовой молнии, и фиолетовая молния была настолько яркой, что невозможно было разглядеть, что находится внутри, но, похоже, это был какой-то шар. Как только этот объект появился, все окружающие молнии тут же начали яростно бурлить, прежде чем сойтись к шару и хлынуть в него. После поглощения этих молний, излучаемые фиолетовым шаром молнии стали еще ярче. Из гигантской раковины моллюска донеслась череда странных звуков, и казалось, что моллюск ревет от возбуждения. Хань Ли был весьма заинтригован видом этого фиолетового шара. Его духовное чувство едва достигало моллюска, но он все же ясно чувствовал, что фиолетовый шар излучает чрезвычайно мощные колебания силы законов. Он не знал, был ли этот шар жемчужиной моллюска, но он определенно был пропитан огромной силой законов молнии. После краткого раздумья он быстро вернулся в свою комнату, а затем взмахом рукава выпустил серию флагов формации, чтобы установить несколько построений. После этого он вылетел из своей комнаты невидимой тенью. Хотя вокруг корабля были некоторые ограничения, они, естественно, не влияли на него, и как только он покинул корабль, он тут же перевернул руку, чтобы достать свой талисман невидимости высшего зенита, что позволило ему легко обойти ограничения, прежде чем полететь к гигантскому моллюску. Глава 178. Захват жемчужины моллюска. Свирепая гроза не собиралась утихать в ближайшее время. В центре вихря раковина гигантского моллюска слегка приоткрылась, выпуская дуги молний, окутывающие фиолетовую жемчужину. Дуги молний переплелись, образовав гигантскую пасть из молний, которая жадно пожирала безграничную силу молний в окрестностях. Было ясно, что эта ужасная буря создавала для моллюска идеальные условия для культивации. Именно в этот момент издалека раздался странный крик. Это был чрезвычайно громкий крик, который был слышен даже сквозь непрекращающийся хор раскатов грома. Раковина гигантского моллюска внезапно слегка зашевелилась, и в темноте внутри раковины появилась зеленая точка света. Похоже, это был глаз моллюска, и он повернулся в сторону, откуда донесся звук. Далеко на горизонте появилась черная тень и быстро приближалась, появившись на месте происшествия в мгновение ока. Это был огромный фиолетовый кит размером с остров, и его два огромных глаза светились жадностью и вожделением, когда он пристально смотрел на фиолетовую жемчужину над моллюском. Более того, от его тела исходила огромная аура, превосходящая даже ауру гигантского моллюска. Однако моллюск не стал сразу же убирать свою жемчужину. Вместо этого его раковина открылась еще шире, и изнутри вырвались две толстые фиолетовые молнии, устремившиеся к киту, словно пара молниеносных драконов. Пространство вслед за фиолетовыми молниями сильно содрогнулось, когда в воздухе повис запах гари, как будто само пространство было опалено фиолетовой молнией. При виде приближающихся молний в глазах гигантского кита появилось торжествующее выражение, и он открыл свою огромную пасть, обнажив массивные белые клыки, прежде чем злобно вгрызться в фиолетовую молнию. Слой черного электричества появился на его зубах, когда он силой сомкнул челюсти, разгрызая две фиолетовые молнии пополам. Раздался оглушительный раскат грома, и две фиолетовые молнии быстро рассеялись. Затем на спине кита появилась черная дыра, внутри которой вспыхнул черный свет, после чего из нее вырвалась чернильно-черная молния, которая в мгновение ока превратилась в черного молниеносного змея длиной в несколько километров. Молниеносный змей угрожающе взвился в воздух, достигнув гигантского моллюска в мгновение ока. Моллюск издал низкий рев, когда фиолетовый шар над его головой перестал пожирать молнии в окрестностях, а затем в мгновение ока появился перед ним, чтобы столкнуться с надвигающимся черным молниеносным змеем. Раздался оглушительный раскат грома, когда черный молниеносный змей взорвался на шары молний разных размеров, которые мгновенно охватили всю окружающую область в радиусе почти 10 километров, поглотив при этом гигантского моллюска. В воздухе сверкали ослепительные черные молнии, а раскаты грома и взрывы сливались в единый оглушительный шум. Именно в этот момент бесчисленные дуги черных молний в воздухе внезапно сошлись в одной точке, а затем в мгновение ока исчезли, как будто их что-то поглотило. В результате гигантский моллюск снова появился, и он был совершенно невредим. В этот момент фиолетовый шар перед ним сверкал черной молнией, и было ясно, что он только что поглотил черную молнию, выпущенную китом. Огромный кит издал яростный рев, увидев это, и силой взмахнул своим гигантским хвостом в воздухе, когда дуги черной молнии появились по всему его телу, после чего он бросился на моллюска, как гигантское пушечное ядро. Моллюск ничуть не отступал, и дуги фиолетовой молнии появились на его раковине, когда он тоже бросился на кита. Между двумя огромными существами завязалась ожесточенная битва, которая еще больше усилила шум, вызванный блуждающей змеиной грозой. В пылу битвы ни один из двух зверей не заметил, что менее чем в 10 километрах от них стоит размытая человекоподобная фигура. Это был никто иной, как Хань Ли,
который полностью скрыл свою ауру. Благодаря эффектам его талисмана невидимости высшего зенита, даже если бы кто-то стоял рядом с ним, он не смог бы обнаружить его присутствие, если бы его духовное чувство не было намного превосходящим. В этот момент он немигающим взглядом наблюдал за ожесточенной битвой, разворачивающейся перед ним. Он ясно чувствовал удивительные колебания законов, исходящие от фиолетового шара, и в его глазах был намек на жадность. Если он не ошибался, шар содержал в себе силу законов молнии. Раньше он видел некоторые драгоценные материалы, содержащие силу законов, но независимо от того, был ли это глаз первобытного зверя Фей, великие земные плоды или морской кристалл конденсации, ни один из них не содержал и близко такого количества силы законов, как этот шар. Гигантский моллюск, скорее всего, потратил бесчисленные тысячелетия на взращивание этого шара. Хань Ли сделал глубокий вдох, чтобы подавить свое волнение, а затем продолжил медленно приближаться к паре гигантских зверей, оставаясь в своей невидимой форме. Он чувствовал, что моллюск и кит находятся на ранней стадии истинного бессмертного и средней стадии истинного бессмертного соответственно. Конечно, это было только по сравнению с человеческими стандартами культивирования. Учитывая исключительные способности этих бессмертных духовных зверей, они часто обладали гораздо большей бессмертной духовной силой, чем человеческие культиваторы того же уровня, что позволяло им противостоять культиваторам более высокого уровня. Хань Ли не боялся перспективы сразиться с ними в битве, но он предпочел бы избежать этого, если это возможно. Поэтому в данный момент он размышлял, как он мог бы заполучить фиолетовый шар, прежде чем сбежать с места происшествия, не будучи вынужденным вступать в конфронтацию. Хань Ли продолжал медленно приближаться к паре гигантских существ, и вскоре он оказался не далее, чем в 4 километрах от них. Однако он не заметил чрезвычайно слабого фиолетового тумана, пронизывающего область вокруг гигантского моллюска, и случайно соприкоснулся с ним. Как только это произошло, гигантский моллюск тут же развернулся, и зеленая точка света внутри его раковины, похоже, внезапно повернулась к Хань Ли. В следующее мгновение его раковина широко распахнулась, и толстая фиолетовая молния с невероятной скоростью обрушилась на Хань Ли. Похоже, мое прикрытие раскрыто. На его лице появилось холодное выражение, когда дуги серебряной молнии появились на его теле, и он превратился в серебряную молнию, чтобы уклониться от атаки. Затем он в мгновение эйка появился прямо между парой гигантских зверей, прежде чем схватиться за фиолетовый шар. Однако, к его удивлению, шар оказался необычайно тяжелым, несмотря на то, что был размером с человеческую голову, и он не сдвинулся с места даже перед лицом его огромной силы. И моллюск, и кит пришли в ярость, увидев это, и тут же объединили свои силы, чтобы напасть на Хань Ли. 2 фиолетовые молнии и 1 черная молния одновременно устремились к Хань Ли. Кроме того, вокруг фиолетового шара начала закручиваться вихрем фиолетовая молния, ударяя по ладони Хань Ли, словно ряд фиолетовых молниеносных клинков. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, но он не собирался предпринимать никаких уклончивых действий. Он издал низкий рев, когда все его тело покрылось ярким золотым светом, и он мгновенно принял форму гигантской горной обезьяны. В то же время на его теле и ладони появились бесчисленные золотые чешуйки. Фиолетовая и черная молния одновременно ударили в золотую обезьяну, заставив ее неустойчиво пошатнуться. Чешуя на тех частях ее тела, в которые попала молния, была сломана, обнажая обугленную кожу и плоть под ней, но раны были не очень глубокими. Тем временем фиолетовые клинки молнии вокруг фиолетового шара также прорезали чешую на его ладони, заставив его обильно кровоточить. Гигантская обезьяна не обратила внимания на эти раны, сделала резкое хватательное движение, чтобы крепко зафиксировать фиолетовый шар в своей хватке, после чего как можно быстрее отступила назад. В то же время из ладони ее руки вырвался ослепительный золотой свет, окутавший фиолетовый шар, пытаясь насильно разорвать его связь с гигантским моллюском. Фиолетовый шар начал яростно сопротивляться, вспыхивая фиолетовой молнией, освещая руку гигантской обезьяны полупрозрачным фиолетовым цветом, пытаясь вырваться на свободу. Гигантский моллюск взревел от ярости, выскочил из вихря на поверхности моря и бросился на золотую обезьяну, как живая гора. Взлетев в воздух, его раковина распахнулась, и на ее поверхности появилась ослепительная фиолетовая молния, когда бесчисленные молнии обрушились с темных туч наверху, прежде чем сойтись на его раковине. Всплеск света пронесся по раковине, и все фиолетовое электричество превратилось в слой темно-фиолетового света, который вселял в смотрящего чувство ужаса. Затем раковина моллюска снова пришла в движение, и в воздух взлетели 2 серповидные полосы фиолетового света, стремительно устремившиеся к золотой обезьяне, оставляя за собой рябь, видимую даже невооруженным глазом, в пространстве на своем пути. Молниеносный кит также бросился на гигантскую обезьяну с яростным ревом, и бесчисленные дуги черной молнии уже собрались в его огромной пасти. Сразу же после этого из его пасти вылетело около десятка массивных шаров черной молнии, которые тоже стремительно устремились к золотой обезьяне. Зрачки гигантской обезьяны слегка сузились, увидев это. Она уже отступала с невероятной скоростью, но атаки пары молниеносных зверей были еще быстрее, догоняя гигантскую обезьяну в мгновение эйка.
Однако золотая обезьяна сохраняла спокойствие и собранность, когда из ее тела вырвался ослепительный золотой свет, и за ней появились несколько массивных проекций, в том числе золотого дракона, пятицветного феникса, птицы молнии и лазурной птицы Луань, которые мгновенно слились с ее телом. Сразу же после этого тело гигантской обезьяны резко увеличилось в размерах, и в мгновение ока она превратилась в дьявольское божество высотой более 3 километров. Бесчисленные пурпурно-золотые чешуйки появились на ее теле, и она излучала всемогущую ауру разрушения. Из ее тела вырвался огромный поток энергии, заставивший все приближающиеся фиолетовые молнии и шары черной молнии застыть на месте. В то же время из руки дьявольского божества, державшего фиолетовый шар, засиял яркий пурпурно-золотой свет и раздался глухой треск, когда молнии вокруг фиолетового шара были силой раздавлены, разорвав связь между шаром и гигантским моллюском. Моллюск содрогнулся, в его глазах появилось злобное выражение, и он издал яростный рев, когда около десятка фиолетовых молний одновременно устремились к дьявольскому божеству. Дьявольское божество перевернуло руку, чтобы убрать фиолетовый шар, и в то же время в его руке появилась черная сабля, которую он получил от Фан Паня. Слой ослепительного черного света появился на поверхности черной сабли, и вся изначальная ци-мира в ближайшем пространстве содрогнулась, прежде чем хлынуть в саблю, образуя массивный вихрь энергии. Черная сабля тут же резко увеличилась в размерах, превратившись в гигантский черный клинок длиной более 300 метров. На поверхности сабли появились бесчисленные черные руны, и кольца черного света распространились по воздуху во всех направлениях, неся мощные колебания законов, которые заставляли окружающее пространство дрожать и содрогаться. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось удивление. Черная сабля была довольно грозной в руках Фан Паня, но она определенно не была такой устрашающей. Могло ли быть так, что его телосложение святой нирваны лучше сочеталось с силой законов, содержащейся в черной сабле? Эта мысль лишь на мгновение промелькнула в голове Ханли, прежде чем он снова сосредоточился на битве, и мышцы на его руке вздулись, когда он злобно взмахнул саблей в воздухе. Раздался оглушительный грохот, когда черные руны яростно вздыбились, и была выпущена серповидная черная проекция сабли длиной в несколько километров, столкнувшись с надвигающимися фиолетовыми молниями и шарами черной молнии. Черная проекция сабли смогла с легкостью уничтожить надвигающиеся атаки, и ее сила ничуть не уменьшилась, когда она продолжила устремляться к паре огромных молниеносных зверей. Внушительный поток силы законов обрушился на двух молниеносных зверей, и пространство вокруг них внезапно стало твердым, как кусок металла. Пара массивных зверей тут же застыла на месте, по-видимому, весьма опасаясь надвигающейся атаки. Гигантский моллюск поспешно закрыл свою раковину, и вокруг него засверкала фиолетовая молния, образуя массивный шар фиолетовой молнии, который служил защитным барьером. Тем временем молниеносный кит издал оглушительный рев, выпустив из пасти черный шар размером с мельничный жернов, и шар излучал огромную ауру с дугами черной молнии, сверкающими вокруг него. Как только черный шар появился, он быстро увеличился до размеров небольшой горы, чтобы прикрыть молниеносного кита за собой. Глава 179. Прибытие на новый континент. Серповидная проекция сабли врезалась в тело двух молниеносных зверей, и из воздуха мгновенно появилось мерцающее черное солнце, окутавшее обоих существ. В следующее мгновение черное солнце яростно взорвалось посреди оглушительного грохота, заставив ближайшее пространство искривиться и деформироваться. Кольца черных ударных волн прокатились по воздуху во всех направлениях, разрушая все на своем пути. Только спустя долгое время эти черные ударные волны утихли, обнажив гигантского моллюска и молниеносного кита. К этому моменту все фиолетовые молнии вокруг гигантского моллюска уже исчезли, и на его раковине появились трещины, из которых непрерывно сочилась голубая кровь. Молниеносный кит был в еще более плачевном состоянии. Черный шар перед ним вернулся к своему первоначальному размеру, и его поверхность была усеяна трещинами. Более того, на теле молниеносного кита было несколько огромных ран, которые тянулись от головы до хвоста. Раны были не очень глубокими, но море вокруг него все равно было окрашено в красный цвет его кровью. Что касается Ханли, то его уже нигде не было видно. Раковина гигантского моллюска слегка приоткрылась, обнажив его светящийся зеленый глаз, который беспорядочно мигал в тревоге и страхе. Несмотря на то, что он потерял драгоценный предмет, который взращивал бесчисленные тысячелетия, ему удалось пережить атаку, и он всегда мог создать еще одну жемчужину, если бы у него было больше времени. С другой стороны, молниеносный кит открыл пасть, чтобы проглотить черный шар, и его глаза тоже были полны тревоги и беспокойства. В то же время блуждающая змеиная гроза медленно утихала. Пара гигантских зверей обменялись взглядами, и, естественно, у них не было намерения продолжать битву, поскольку они медленно спустились в глубины и разошлись в разные стороны. Тем временем молниеносный корабль уже находился в нескольких тысячах километров отсюда, и Хань Ли внезапно снова появился в своей комнате во вспышке света. Только установив еще несколько формаций в своей комнате, он сел, скрестив ноги. Затем он перевернул руку, чтобы вызвать черную саблю, и в его глазах был намек на ликование.
Во время этой битвы он наконец понял силу черной сабли. Хотя ее разрушительная сила не могла сравниться с силой высшего небесного духовного меча, у него наконец-то появилось сильное бессмертное сокровище. Однако сабля все еще не ощущалась как продолжение его тела, и ему придется некоторое время совершенствовать ее, чтобы достичь идеального взаимодействия с оружием. Подумав об этом, он открыл рот, чтобы выпустить шар лазурного пламени, окутавший саблю, а затем проглотил его в живот. После этого он снова перевернул руку, чтобы достать фиолетовый шар размером с голову. Шар не был идеально сферической формы. Вместо этого это был овальный предмет, полупрозрачный, как нефрит, и темно-фиолетового цвета. В этот момент на его поверхности не было ни одной дуги молнии. Вместо этого он излучал фиолетовое сияние, а изнутри исходили слабые колебания законов. Хань Ли слегка нахмурился, осматривая объект. Он думал, что это будет ядро демона гигантского моллюска, но при ближайшем рассмотрении обнаружил, что, похоже, это не так. Говорили, что у демонических зверей, достигших стадии истинного бессмертного, больше нет ядер демона. Вместо этого у них проявляются зарождающиеся души, как у человеческих культиваторов. Как только они овладевают силой законов, они в основном откладывают эту силу законов в определенной части своего тела. Например, первобытный зверь Фэй, которого убил Хань Ли, отложил свою силу законов времени в свой единственный глаз. Однако были и такие демонические звери стадии истинного бессмертного, которые концентрировали эссенцию в своих телах вокруг силы законов, которые они овладели, чтобы сформировать корень демона. В отличие от ядер демона, корни демона не были жизненно важны для выживания демонических зверей стадии истинного бессмертного. Вместо этого они были больше похожи на природные сокровища, и каждый из них был чрезвычайно ценным. Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли, затем взял шар в обе руки и медленно влил в него свою бессмертную духовную силу. В результате фиолетовый свет, исходящий от шара, немного усилился, но никаких дальнейших изменений не наблюдалось. Хань Ли слегка нахмурился, увидев это, и, немного подумав, выпустил в фиолетовый шар несколько дуг серебряной молнии. Фиолетовый шар тут же засиял ярким светом, и на его поверхности посреди череды глухих раскатов грома появились дуги фиолетовой молнии толщиной с руку взрослого человека. Внутри шара также появились дуги фиолетовой молнии, тонкие, как паутина, и при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что они образованы бесчисленными рунами молний, которые постоянно меняли форму, излучая грозные колебания силы законов молнии. Увидев это, на лице Хань Ли появилось радостное выражение, и он начал пристально изучать руны молний внутри фиолетового шара, пытаясь с помощью своих наблюдений постичь секреты законов молнии. Почти год пролетел в мгновение ика. В этот момент фиолетовый шар парил в воздухе, медленно вращаясь на месте, с дугами фиолетовой молнии, сверкающими вокруг него. Хань Ли сидел, скрестив ноги и закрыв глаза под фиолетовым шаром, и с помощью своего духовного чувства наблюдал за всеми изменениями, происходящими в шаре. Спустя долгое время он открыл глаза, а затем издал вздох отчаяния, взмахнув рукавом в воздухе. Фиолетовая молния, сверкающая на поверхности шара, мгновенно исчезла, после чего он упал ему в руку. Даже после почти года наблюдения за фиолетовым шаром он ни на шаг не приблизился к овладению законами молнии. «Похоже, я был слишком наивен», — пробормотал он себе под нос с кривой улыбкой. Сила законов была чрезвычайно глубокой, и для владения такой силой требовалось немало удачи. Несмотря на то, что он получил шар, содержащий силу законов молнии, это, конечно, не гарантировало, что он определенно сможет овладеть законами молнии. Хотя он уже был готов к такому исходу, он все равно не мог не чувствовать небольшого разочарования. Тем не менее, это не было совершенно бесплодной попыткой. После почти годичного наблюдения он глубже понял силу молнии, а его мастерство в управлении молнией также улучшилось в тонких деталях. Хань Ли положил фиолетовый шар рядом с собой, а затем достал из своего мешка истинной воды шар тяжелой воды. После этого он указал пальцем на фиолетовый шар, и появились дуги фиолетовой молнии, которые по его воле слились с шаром тяжелой воды. Как только они соприкоснулись друг с другом, то тут же начали яростно отталкиваться. Хань Ли, увидев это, сохранял спокойствие и собранность, сделав быструю серию печати руками, чтобы выпустить череду печати заклинаний, которые окутали фиолетовую молнию и тяжелую воду со всех сторон, заставляя их медленно соединяться и сливаться друг с другом. 3 дня спустя Хань Ли держал в руке шар размером с кулак с фиолетовыми узорами молний на поверхности. Это был еще один шар молнии тяжелой воды, но на этот раз он использовал фиолетовую молнию из фиолетового шара. Хотя он еще не испытал его, он мог сказать, что он определенно был более грозным, чем молния тяжелой воды, которую он усовершенствовал, используя силу птицы молнии. Слабая улыбка появилась на его лице, когда он перевернул руку, чтобы убрать шар молнии, после чего взглянул в окно. После столь долгого путешествия молниеносный корабль уже покинул центральную область моря гроз, и молнии, сверкающие сквозь темные тучи в небе, явно стали более редкими.
К этому моменту более половины пути уже было пройдено, и он должен был прибыть на континент древнего облака всего через 2-3 года. Эта мысль очень воодушевила Ханли, и он достал из своего мешка истинной воды еще один шар тяжелой воды. Ему нужно было провести обширную подготовку, прежде чем достичь континента древнего облака. 3 года спустя. Там была заснеженная скала высотой более 30 километров, по форме напоминавшая орлиный клюв. На вершине скалы возвышался величественный и внушительный перевал высотой более 300 метров, построенный из какого-то темно-красного камня, а над перевалом висела золотая табличка с названием «Орлиный клюв». Под скалой простиралось море белых облаков, уходящие на десятки тысяч километров, а через каждые несколько десятков километров сквозь облака проглядывали горные вершины. Эти горные вершины напоминали острова в бескрайнем море, и они казались довольно крошечными и незначительными, но на самом деле все они принадлежали величественным горам высотой в сотни тысяч метров. Эти горы принадлежали к обширному и знаменитому горному хребту Журавлиного крика на континенте древнего облака, и хотя это была лишь отдаленная ветвь горного хребта, она все равно представляла собой исключительное зрелище. Было раннее утро, и солнце только-только начинало подниматься, купая все море облаков в теплом золотом сиянии. Облака вздымались и бурлили под напором холодного горного ветра, представляя собой потрясающее зрелище. Внезапно раздался звук, похожий на череду коровьего мычания. Звук был очень низким и глубоким, но в то же время чрезвычайно пронзительным и разносился по всему небу. В то же время гигантское существо пробивалось сквозь бескрайние просторы золотых облаков, медленно летя к перевалу Орлиный клюв. Существо было размером в несколько километров и напоминало темно-зеленую черепаху. Ее 4 массивных ласта напоминали набор весел, которые медленно двигались сквозь облака, продвигая вперед огромное существо. На панцире гигантской черепахи было построено трехэтажное сооружение, похожее на корабль, которое отличалось исключительным мастерством исполнения и было украшено золотыми и нефритовыми колоннами, представляя собой роскошное зрелище. В этот момент на палубе корабля стояло несколько сотен человек, большинство из которых с расслабленными и беззаботными выражениями лиц любовались окружающими пейзажами. В самом начале корабля, ближе всего к голове черепахи, стоял мужчина среднего телосложения в лазурной мантии. Он держался за толстые и прочные перила из темного дерева перед собой, глядя на перевал Орлиный клюв вдали. Этот человек был никто иной, как Ханли, который прибыл сюда с континента первобытной волны. Прибыв на молниеносном корабле, он расстался с Сунь-Кэ, а гигантская черепаха, на которой он сейчас ехал, была зверем по имени Облачная черепаха. Несмотря на свои огромные размеры, эти существа обладали очень мягким и кротким характером, что делало их легкими для приручения. В то же время они обладали огромной грузоподъемностью и могли путешествовать по небу на очень больших высотах, поэтому их часто держали крупные торговые дома, чтобы использовать в качестве средства передвижения на дальние расстояния. Не во всех городах континента древнего облака были телепортационные формации, и, только что прибыв на этот новый континент, Ханли все еще не успел освоиться, поэтому решил заплатить за проезд на облачной черепахе. По пути он смог бы познакомиться с континентом древнего облака. Гигантская черепаха издала еще один протяжный крик, когда край ее панциря соприкоснулся с портом перевала Орлиный клюв, что вызвало небольшую дрожь, которая быстро утихла. Под руководством управляющего облачной черепахой все пассажиры начали спускаться по деревянной лестнице, построенной вдоль склона панциря черепахи, чтобы ступить на высокую скалу. Ханли вместе с потоком высаживающихся пассажиров вышел на скалу, и он не мог не посмотреть на внушительный перевал перед собой. Согласно его карте, он официально достиг центральной части континента древнего облака. Глава 180. Обнаружение. Вместе с Ханли здесь высадилось более 200 человек, и большинство из них были людьми, а остальные — существами других рас, и среди этих людей было несколько смертных. На самом деле эти люди не были просто обычными смертными. Вместо этого они сосредоточились исключительно на совершенствовании физического тела, подобно культиваторам тела из царства духов. Все прошли по горной тропе и, войдя в ворота перевала, оказались в просторном зале. Зал был практически пуст, за исключением сандалового стола длиной около 90 сантиметров, расположенного в одном из углов зала. На столе стояла курильница, из которой непрерывно валил дым благовоний. Сквозь тонкую пелену дыма Ханли увидел пожилого человека в фиолетовой мантии с седыми волосами и белой бородой, сидящего на стуле Тайши за столом. Глаза пожилого человека были закрыты, а голова слегка покачивалась взад-вперед, из-за чего невозможно было понять, медитирует он или дремлет. Его аура указывала на то, что он был культиватором стадии Великого Вознесения, и как раз когда Ханли собирался отвести взгляд от пожилого человека, тот внезапно открыл глаза и уставился на него. В то же время в сердце Ханли внезапно раздался старческий голос. «Я не буду спрашивать, почему ты намеренно подавил свой уровень культивации со стадии истинного бессмертного до стадии интеграции тела, но теперь, когда ты вступил на территорию нашего Пылающего дракона, ты должен следовать правилам нашей секты». «Прошу просветить меня», — ответил Ханли, передавая голос.
Его не беспокоил слегка угрожающий тон голоса пожилого человека. Единственное, что его немного озадачило, это то, как этот человек смог определить его истинный уровень культивации, несмотря на то, что он был всего лишь культиватором стадии Великого Вознесения. Будьте уверены, старший, наш Ида Пылающего Дракона определенно обладает великодушием, чтобы терпеть чужаков. Однако, как истинному бессмертному, вам следует всегда помнить, что вам не разрешается вмешиваться в дела мира смертных, и вы, конечно, не можете нарушать порядок мира смертных и убивать смертных без уважительной причины, пояснил пожилой человек в фиолетовой мантии. Благодарю вас за то, что сообщили мне об этом. Эти правила звучат очень разумно, ответил Ханли. Увидев, что Ханли готов подчиниться, тон голоса пожилого человека в фиолетовой мантии мгновенно стал более вежливым, и он сказал: «В таком случае я желаю вам гладкого и плодотворного путешествия, старший». Ханли слегка кивнул пожилому человеку, а затем повернулся, чтобы последовать за всеми к воротам на другой стороне зала. За воротами находилась огромная белая площадь, где было много повозок, запряженных зверьми, некоторые из которых могли скакать по горам, а другие — парить в небесах, и они в основном предназначались для культиваторов смертного тела. На горах вдали виднелись слои белого леса, напоминавшие нефритовые пояса, отражавшие солнечный свет. Как только он прибыл на континент Древнего Облака, Ханли отчетливо заметил, что температура здесь намного ниже, чем где-либо еще на континенте Первобытной волны, а климат также более влажный. Он на мгновение остановился, чтобы сориентироваться, а затем перевернул руку, чтобы достать нефритовый листок, прежде чем влить в него свое духовное чувство. Внутри нефритового листка находилась карта слежения, которую он обменял в гильдии странников, и хотя на карте появилась лишь часть ландшафта, она была гораздо более подробной, чем когда он проверял ее в море Черного ветра. Было и еще одно явное отличие от прежнего, а именно то, что на карте появилась чрезвычайно заметная красная линия. Начальная точка красной линии была перевалом Орлиный клюв, и она тянулась до места под названием город Белого Ястреба на северо-востоке. Согласно карте, город Белого Ястреба располагался в стране сотни благословений, которая находилась довольно далеко от перевала Орлиный клюв. В качестве меры предосторожности он планировал путешествовать со скоростью, соответствующей культиватору стадии интеграции тела, поэтому путешествие должно было занять у него около полумесяца. В отличие от континента Первобытной волны, континент Древнего Облака обладал гораздо большим количеством изначальной цимира и духовных жил. Следовательно, здесь также было гораздо больше бессмертных сект, чем на континенте Первобытной волны, что, естественно, делало его более опасным местом. Потратив немного времени, чтобы определить правильное направление, Ханли убрал нефритовый листок, а затем взлетел в небо полосой лазурного света. 7-8 дней пролетели в мгновение ока, но когда Ханли пролетал над заснеженным лесом, его выражение лица внезапно слегка изменилось, и он резко остановился. Только что он обнаружил ауру Даоса Се и его зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Однако было ясно, что и тот, и другой все еще находятся чрезвычайно далеко, и он вообще не смог бы заметить их, если бы не его огромное духовное чувство. После краткого колебания он быстро осмотрел окрестности, а затем полетел прямо вниз к заснеженной долине. Спустившись в долину, Ханли начал быстро скакать по земле, как проворная газель, и в конце концов остановился на очень плоском и ровном камне в глубине долины. Небрежным взмахом рукава он смел весь снег, скопившийся на камне, сел, скрестив ноги, а затем закрыл глаза и начал делать серию печати руками, напевая заклинание. Его сознание начало бурлить, когда тонкая духовная связь начала распространяться по воздуху, словно извивающаяся нить, разыскивая Даоса Се и зеленые бамбуковые мечи облачного роя на основе слабой связи, которую он обнаружил ранее. Однако как раз когда духовная связь постепенно становилась все яснее, духовная нить, блуждающая по воздуху, внезапно оборвалась. Даже первоначальная связь, которую он чувствовал, исчезла, как будто кто-то оборвал ее. Он слегка нахмурился, сменил печать руки и полностью активировал свое духовное чувство, пытаясь восстановить эту связь, но спустя мгновение он снова открыл глаза с выражением отчаяния на лице, а затем вздохнул про себя. Похоже, вернуть то, что я потерял, будет не так-то просто. Ханли был немного разочарован после всего этого, и он некоторое время сидел в тишине в мирной долине, чтобы собраться с мыслями, а затем продолжил свое путешествие в город Белого Ястреба. 3 дня спустя. Полоса лазурного света спустилась с неба за пределами Белого города, расположенного на пересечении 2 рек. Затем полоса лазурного света исчезла, и появился высокий и внушительный мужчина с выдающимся лбом и густой бородой. Внешность мужчины была довольно грубой, что немного не соответствовало его ярким и пронзительным глазам. Этот мужчина был никто иной, как замаскированный Ханли. Перед тем, как войти в город, он использовал свою маску из гильдии странников, чтобы принять еще одну маскировку, и на этот раз он полностью скрыл свою ауру, выдавая себя за смертного, когда он пробирался в город. Рядом с городом Белого Ястреба снега не было, но все равно было довольно холодно. Через городские ворота проходило не так много людей, и большинство из них были одеты в толстые ватные одежды.
По обе стороны от городских ворот находилась группа культиваторов, но большинство из них были только на стадии заложения основ, и они были там скорее для поддержания порядка, чем для проверки людей, входящих в город. Поначалу Хань Ли это показалось довольно странным, но он быстро понял, что город Белого Ястреба — это всего лишь небольшой сельский городок в стране сотни благословений, и подавляющее большинство его жителей — смертные, что объясняет довольно слабые меры безопасности. Войдя в город, Хань Ли еще раз сверился с картой в нефритовом листке, и на этот раз аннотации стали еще более подробными, указывая ему на ресторан в восточной части города. Хань Ли шел по улицам города в соответствии с маршрутом, указанным на карте, и обнаружил ресторан, который искал в довольно неприметном переулке. Как только он подошел к входу в ресторан, его тут же встретил сильный запах браги. Возможно, это было связано с тем, что воспоминание было слишком давним, но запах отличался от того, каким он его помнил. Когда он был ребенком, дядя Чжан, приходя в гости, всегда приносил домашнее вино, чтобы разделить его с отцом Хань Ли во время их скромной трапезы. В то время Хань Ли был довольно мал, поэтому он никогда не пил это вино, но он помнил, что находил его аромат очень резким. Хань Ли на мгновение задумался, когда эти далекие воспоминания нахлынули на него, но затем самокритично покачал головой, прежде чем войти в ресторан. Согласно обычаям мира смертных, время обеда уже прошло, но еще не наступило время ужина. Кроме того, переулок был довольно уединенным, и в результате большинство столов и стульев в ресторане были пусты, за исключением одного стола, за которым сидели двое мужчин, пивших вино с солёным арахисом. Как только Хань Ли вошел в ресторан, к нему с теплой улыбкой тут же подошел официант с полотенцем на плече. Однако, прежде чем официант успел что-либо сказать, кто-то схватил его за плечо и оттащил в сторону. Затем полный мужчина средних лет с улыбкой обошел официанта и сказал: «Это мой знакомый, так что я сам его обслужу». Пока полный управляющий вел Хань Ли на второй этаж, официант почесал голову и пробормотал себе под нос: «Знакомый? Почему я не помню, чтобы когда-либо видел его раньше?» Однако он не стал больше размышлять над этим вопросом, лениво потянулся, а затем сел на стул, отлынивая от работы. Хань Ли последовал за полным управляющим по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, где его затем провели в кабинку в конце коридора. Войдя в кабинку, полный управляющий отошел в сторону, чтобы пропустить Хань Ли в комнату, а затем закрыл дверь. После этого он взмахнул рукой в воздухе, и на стенах комнаты появился слой слабого света, создав звуконепроницаемый барьер. «Пожалуйста, присаживайтесь, товарищ Даос». Полный управляющий сделал приглашающий жест рукой, говоря это, и улыбка на его лице постепенно исчезла. Хань Ли сел и оглядел комнату, обнаружив, что окружающая формация сокрытия не была особенно высокого уровня. Если бы культиватор его уровня хотел увидеть, что происходит в комнате, он смог бы сделать это с расстояния в несколько километров. Однако ресторан был расположен довольно уединенно, что позволяло ему избежать нежелательного внимания и любопытных глаз. Полный управляющий сел напротив Хань Ли, а затем спросил: «Полагаю, у вас есть жетон, верно, товарищ Даос? Не могли бы вы достать его и показать мне?» Хань Ли, не теряя времени, перевернул руку, чтобы достать нефритовый листок, содержащий отчет о миссии и карту слежения, а затем передал его через стол полному управляющему. Тот взял нефритовый листок, на мгновение осмотрел его содержимое с закрытыми глазами, а затем кивнул и сказал: «Это правильный жетон. Похоже, вы действительно товарищ Даос из гильдии странников».